дачу. Всем привет! Сегодня 28 июля, пятница, и я только сейчас взяла снять вот такой разговорник на мое видео, потому что слишком много впечатлений, слишком много дел, слишком много кого встретить и так далее. Но я немножко так поснимала свои последние 2 недели, как я приехала в Питер домой к маме, к родственникам. Да, я сейчас собираюсь немножко, тут у нас такая себе погода, дождь, но я все равно почему-то напялила сейчас платье, сама не знаю. Собираюсь немножко прогуляться по округе, потом собрать вещи, поехать навстречу маме, потому что мы потом собираемся обратно ехать в деревню, на дачу. Да, и вчера мы с подругой ходили на этот спектакль в театр на Литейном. Называется «Барышня-крестьянка» по мотивам Пушкина. Такое прикольное представление, да, там у 2 актеров был еще день рождения, плюс в сентябре исполняется этому спектаклю 25 лет, так вообще мы попали, как по мне, идеально, вот, больше всего мне, наверное, чего понравилось, ну, наверное, собака, я соглашусь тут со своей подругой, потому что это было просто нечто. Всем рекомендую, кто когда-нибудь будет в Питере, сходить в Литейный, потому что там очень круто. Это мама и я едем по Московскому шоссе в деревню. Своим знакомым и друзьям в Германии я описываю это шоссе как очень длинную Бундесstraße. Я тут еще жалуюсь, что мне слишком медленно. Слишком я привыкла к немецким дорогам без скоростных ограничений. Да, точно. Вот такие вайбы исходят от него. Проезжаем через деревни, мимо полей и лесов. И еще небольшой анекдот. Не знаю, смешной ли. Едет мама с утра и видит на КАДе в Питере стоят 2 ДПСника, мента в желтых дождевиках. И что мама сказала, как они выглядят? Ну, как солнышки. А вообще такие, конечно, ДПСники, как солнышки. А рядом стоят 2 Бэтмена с автоматами в черных дождевиках и масках. Нет, никакого пополоть. Мам! Усы обрезать. Никакие усы обрезать, я есть хочу. Никакого усы обрезать. Форточки закрыли, поехали обратно. По дороге на дачу мы всегда проезжаем мимо маленького аэродрома, только в этот раз ничего не было видно. Жалко. Должна сказать, что я обожаю свою подругу, однако я иногда остаюсь в небольшом осадке, что мы можем вместе сотворить. Представляю вам вот Феликса. С виду лишавого, да только моя дорогая подруга решила его побрить. Бедный ты наш. Бедный ты наш. Поселенские проблемы. Дорогуша, расскажи, чего ты должна своей маме? Я должна 2 килограмма ягод. Просто это поселенские проблемы. У некоторых это типа мы должны 10 000 рублей за квартиру, а у нас мы должны 2 килограмма ягод. Считай, я всего-то должна 500 рублей. А что ты 500 рублей не отдашь? Ой, най. Она довела меня до слез. Смотрите, сколько слез.
Там одни и те же тренды. Ваше мнение? Я хочу домой. У нас тут ливень, а мы с Машей стоим, подождем. Настоящие деревенские прогулки. Знаете короткую дорогу? Конечно, знаю! Короткая дорога! Ай, блин! Мне еще надо бояться. Деревенский гоп. Это типично походка. Конечно, я не забыла заснять избушку на курьих ножках. Она стоит на подъезде в Питер, там еще замок Кощея Бессмертного рядом построен. Раньше меня мама пугала тем, что если я не буду вести себя хорошо, она оставит меня там, у Бабы Яги. Да. Что ты меня снимаешь, собственно? Всем привет, я тут с дорогой Алиной. Что, канал Маши вообще? Вообще. Мы давно не виделись, вот мы встретились, сидим в доме книги, отремонтировано, свежо тут в кафешке. Будем сейчас есть. Ну, я буду есть, она не хочет. Лимонад. Перед тем, как сфоткать, Маша, конечно же, испортила, но ничего. Видите-ка. Больше меня. Вкусно? Нормально видно. Оставь. Не обращай внимания. И когда собираешься? Куда-то, ну вот в эти ближайшие дни относительно. Рядом с домом книги снова была книжная ярмарка, и мы решили ее разведать, так как обе обожаем читать. Но должна признать, что Алина явно читает больше книг и произведений, чем я. Я пока не поспеваю за ней. Я вижу, что все красиво. В последнее время я снова вошла в прекрасный мир Формулы-1. Мой папа постоянно смотрел раньше их гонки, когда в Германии они транслировались еще на канале RTL. Я смотрю Формулу-1 через разные источники, но недавно наткнулась на эту книгу в книжном магазине и должна была ее купить. Мы забирали мою сестру на границе с Эстонией. Мне надо было перейти через мост из Ивангорода в Нарву, что за него может быть 10 минут. Там взяла я свою сестру, мы еще попили чай, она захватила какао и пошли обратно. Обратный путь я не засняла, так как она меня заставила тащить ее чемодан, и я, как добрая сестра, ей, конечно, помогла. На самом деле покраситься я решила спонтанно, но думала над этим процессом минимум год.
И в России, в конце концов, я заплатила в 2 раза меньше, если не еще меньше, чем заплатила бы в Германии. Так что вопрос был либо здесь, либо никак. Как вам результат? Я вот в восторге. Всем привет! Сегодня уже суббота, 12 августа. Я, как можно видеть, на улице. Сейчас на Крестовском острове, потому что встречаюсь тут с подругой, с которой мы договорились встретиться, провести вместе выходные. Так что да, я ее сейчас жду. Пью тут кофеечек немножко. Вот, кстати, безумно вкусный, с ванильным сиропом. Даже не думала, это латте. Сейчас я ее встречу, и мне аж интересно. Я ей не говорила, что я сделала, поэтому будет аж интересно узнать, что она скажет, но мне безумно нравится. Как вам? Напишите в комментариях. Да нет. Моя подруга хочет меня потащить на американские горки. Впервые за мою жизнь. Я так не готова. Я так не тоже готова. к этому не готова. Я не хочу. Я не хочу. Меня загоняют на американские горки. Я не хочу. Я не хочу. Скажи, Я не хочу. Почему за меня решили? Ой, я сейчас помру. Вот это у нас пока ужас. Дай 5. Я вообще думала, что я сейчас из сиденья вывалюсь. Так у меня прям вот так понесло. Меня такая тоже. Ё-моё. Ну хотя у меня не так крутит, как в Германии, но это нормально, нормально, терпимо. Вот, спасибо. 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 Что, на ракету? Нет! Иди ты! Немножко успокоились. Нет, следующая остановка — катамараны. У меня подруга очень хочет покататься, чтобы я ее намочила и бросила за борт. Меня за борт? Да, тебя за борт. Ты меня затащил на американские горки, не я же сама. Как бы сама не оказалась по ту сторону воды. Иди ты. А? Хочешь во влог? И куда ты крутишь? Тебя прям нельзя ставить. Вот, в конце концов, пулить должна я. Вот. Потому что ты не умеешь. Да нормально умеешь. Я Милену под фонтан бросила. Так, мы сейчас будем есть, обедать. Что можно там сказать? Уже прокатались на парочку. Причем мы катались на американских горах на караванах только. Но зато прошли хорошенько, да? Да. Ну да. Ладно. Сейчас мы решили перекусить и немножко покататься на... Как это называется? Ну, тут такие, типа, паровозиков. Да, Вот. сверху А паровозик потом и- не знаю, что мы будем делать. Так что посмотрим. Потом и на катапульту. Не, я не пойду на катапульту, иди ты. Там далеко стоишь. Страшно-то. Она очень медленная. Я сказала, что я не хочу. тебя. Я не хотела. Но с меня купили билеты. Зачем? Мы сейчас идем туда. Ну что, мы прокатились на этих качелях, меня все-таки затащили. И
мы закончили нашу поездку на... Ой-ой, тут дети резвятся. И сейчас мы выезжаем и поедем в Кей-поп кафе в Питере. Я ни разу не была в Кей-поп кафе, мне аж интересно. Вот, потому что в Германии такого особо не найдешь. Я бы сходила в аниме-магазинчик. Какой магазинчик? Аниме. А, Там где тоже, он кстати, есть? по кей-попу можно найти много чего. Чтобы вы понимали, именно Милена привела меня в мир кей-попа пару лет назад. Мы сейчас были в Кей-поп кафе уже 6 часов вечера. Я купила себе постер. Дома покажу или, может быть, чуть попозже, когда он уже будет висеть. Не знаю. Надеюсь, я его смогу повесить в общежитии. Что тебе не включить его? Все. Когда узнала, что Маша будет жить одна в общаге. Да, когда в общаге в России по 3 человек, по 4 живут. Причем кухня у нас, причем не в нашей комнате, находится именно в коридоре. Угу. Ванна тоже с плесенью, с тараканами. Поэтому у них... Сомневаюсь, что у вас такое есть. Почему есть? Ну, плесень... У нас мышей подкармливали. Фу! Миля завидует. Да? Ну, мы 300 рублей платили. Ладно, я плачу точно больше за это. Я знаю. Да, кстати, я так сказала, я реально куда Это просто лучший танец, который я видела. Всем привет! Сегодня уже воскресенье. Я тут сижу. Ты что на меня так смотришь? Мы здесь сидим сейчас в ресторанном дворике, мы покушали, потому что уже обед. И сейчас пойдем дальше шопиться. Мы в торговом центре, по-моему, самом большом в Питере. Балканский. Может, кто-то знает. И у меня подруга уже ждет, когда мы наконец пойдем. Пойдем? Нам надо сначала это убрать. Честно, я очень удивлена была, насколько много корейской косметики продается в Питере. В Германии я нахожу ее редко и по неимоверным ценам, если вообще. Поэтому я закупилась последние дни перед отъездом, чтобы хватило на какое-то время. Я очень на это надеюсь. Всем привет! Сегодня уже понедельник.
Я весь день дома, уже даже вечер. Сегодня никуда не выходила, просто отдыхала, потому что очень устала целый день прогулок на выходных. Вот. Мне мама сказала брать тут некоторые залежи моих вещей, коробок и так далее. И я нашла старые свои записи еще с ЕГЭ. Это просто нечто. Я нашла записи заговорения. Тут эти всякие вопросы, типа, как их можно задавать, типа, do you have tickets for kids? Или do you offer personal trainings? Это на говорение. Мне все это теперь кажется таким смешным. А раньше я даже с этим немного было даже сложно, а сейчас это все кажется таким смешным. Даже не знаю, это явно стоит сохранить. Это явно стоит сохранить. Ройбус это ройбуш? Я сейчас объемся. Мама хохочет за экраном. Мама хохочет. Ну и закончилась моя поездка в Россию. По дороге к эстонской границе видели много пасущихся коров. Я спокойно перешла через границу, еле-еле успела на автобус до Таллина, где в Таллине шел такой дождь, и после полетела уже в Германию.